Здравствуйте, это гадание для Стрельца на август 2022 года. Но прежде послушайте, что про вас в очередной раз в интернете пишут. И согласны вы или нет. Итак, Стрелец способен к очень многому и талантливая личность. Грубая лесть. Стрелец всегда удивляет друзей. А Стрелец, когда думает о прошлом, начинает грустить. Стрелец ни о чем не хочет думать. Стрелец нуждается в любви. И очень хочет, чтобы все любимые были рядом. А также Стрелец особенный, не каждый может быть на него похожим. Не каждый может быть таким, как Стрелец. Ну вот, согласны вы или нет с таким набором утверждений о себе? Колода Таро Кроули, гигантская Кроули, я выбрала сегодня для вас. Ну, впереди, друзья, естественно, простирается бесконечный, надеюсь, да, август. Лучшее время в году, бархатный сезон, самая лучшая погода, самые правильные мечты. И карты мы задаем вопросы про то, что есть у всех, или про то, что интересно многим, это работа, деньги, любовь и семья. Сначала разберемся с вашей работой. Крупные карты, чтобы мы их хорошенько рассмотрели. Итак, категории работа. Стрельцу достаются. Раз. 2, 3. Весьма неплохие, везучие карты, если говорить по порядку. Сначала я достала для вас тройку кубков. Карта праздника, видите, она описывает определенное изобилие во всем. То есть много работы, много контактов, много заработков, много разных проектов, много впечатлений, поездки, праздники, какие-то застолья совместные с партнерами по бизнесу. Карта это очень будничная, с одной стороны, и это может быть плохо, но в то же время такая благополучная, и это, безусловно, хорошо. Она практически исключает потрясение и волнение для вас. Да, часто тройка кубков описывает всего лишь продолжение длящейся истории, здесь профессиональной. То есть продолжается работа, продолжается налаживание контактов с начальством и с коллегами, если вы на новой работе. Это карта продолжений, то есть она скорее обещает хорошее будущее той работе, которая у вас есть. Но не путайте, хорошее будущее здесь это не карьерный взлет, и это не рост зарплаты. Это только душевный комфорт и отсутствие конфликтов и каких-то острых переживаний. Вы будете рады ходить на работу и будете рады людям, которые вас там окружают. Вот здесь вот шестерка, видите, кубков еще есть. Это вот очень хорошая пара. В первую очередь такие карты залечивают боль, раны, залечивают конфликты. То есть это хорошее указание для вас, если вы до этого беспокоились об отношениях, если вам приходилось ссориться, показывать себя не с лучшей стороны, может быть, вам казалось, что вы вообще в кольце врагов. Вот с такими картами вы точно помиритесь с коллегами и кинетесь друг другу в объятия. Шестерка кубков намекает на возвращение чего-то или кого-то. У вас возвращаются прежние какие-то было забытые задачи в бизнесе, люди какие-то возвращаются, может быть, кто-то из ваших любимых коллег вернется на эту работу после каких-то долгих бесплодных поисков. То есть вместе карты говорят, что вы на работе ощущать себя будете как дома, нет смысла волноваться о потере работы или о каких-то еще более серьезных опасностях. Тишь да гладь, говорят эти карты.
Вот, но есть и восьмерка жезлов, она поживее, это карта все-таки везения. Везение. То есть вам повезет вот ровно в том объеме, ну, потому что соседство такое, повезет вам на работе ровно в том объеме, в каком, ну, вы в этом нуждаетесь. То есть это везение может быть не такое глобальное, массовое, но повседневное. Это время, когда у вас хватает сил, когда работа вам интересна, когда не надо ни с кем конкурировать и никому противостоять. Если вы в августе хотите найти новую работу, вполне возможно, что она найдется без особых жертв или без особых каких-то перемен для вас. То есть новая работа найдется подозрительно похожая на предыдущую. И вы с первого дня вольетесь в коллектив и будете себя очень мило там чувствовать, знаете, как будто бы ничего не поменялось, карты говорят. Но это тоже большое счастье, наверное, это тоже большое везение, потому что хочется, да, чтобы новая работа с объятиями встречала, а не штыки. Вот такое мирное время, праздничное, радостное, невинное, я бы сказала. Эти карты, если их одним словом назвать, они вот у вас такие невинные. То есть, боюсь, здесь нет указаний на подвиги какие-то трудовые или на то, что вам, да, удастся горы свернуть, добиться великой карьеры или великих денег. Это время, когда, хотела сказать, надо отдохнуть, но нет. Если у вас не отпуск, не надо отдыхать, вы же все-таки на работе. Но это время, когда не надо себя подгонять и портить жизнь другим, потому что все хорошо. Такие моменты тоже нужно переживать. Но не все же нам гору двигать, правда? И следующий вопрос мой про деньги. В категории работа Стрельцу пока не выпали денежные карты. Сделаем вывод, что зарплата в целом не поменяется. Раз, два, три. В деньгах наблюдается некая запутанность. Прямо вот три карты вам выпадают, и они, каждая практически произносит именно это слово. Запутанность, разочарование, некоторое ощущение легкого тупика в денежных ваших каких-то историях. Девятка мечей напрасные страхи приносит, а напрасные страхи, по сути, тоже запутанность. Это такое блуждание в коридорах собственного подсознания, собственных комплексов. Ну и Луна, тем более, карта иллюзий, карта каких-то великих заблуждений. А в целом, да, вас денежные истории месяца разочаруют. Ну вот, например, может быть, вам не сделают прибавку к зарплате, хоть вы давно ждете и вам обещали. Может быть, какая-то крупная сделка, покупка или продажа для вас не состоится, отложится или даже полностью отменится. Есть повод для разочарования Стрельцу? Ну, конечно же, есть. Но разочарование довольно короткое, пройдет само. Однако напугает, покажется, наверное, вы додумаете какие-то более драматические перспективы, знаете, из одной неудачи, из одного маленького там тревожного эпизода грамотные паникеры среди стрельцов придумают и перспективу какую-то трагическую для себя. Вот, там не будет денег или что-то вообще не получится. Нет, карты спешат к вам, спешат вас успокоить. Все, что вас в деньгах напугает и смутит в августе, пройдет само. Это не стоит ваших слез и вашего внимания. Однако карта Луна тоже старший аркан, серьезная карта. Просит, избегайте больших иллюзий в смысле денег, избегайте больших обманов. Вот обманы могут встречаться на пути. Вот так. А еще Луна
часто указывает на период времени длиной в 1 месяц. Но мы и гадаем на месяц. Поэтому Луна здесь говорит, что ваши слезы о деньгах, там, несостоявшихся упущенных выгодах продлятся ровно 1 месяц. Здесь имеется в виду лунный месяц, но он у нас почти совпадает по продолжительности с календарным, поэтому вот так. Месяц неизвестности, месяц разочарования и месяц напрасных слез. Про деньги вам достаются. Ну, какой общий вывод? Наверное, не нужно сильно много ждать, сильно много планировать, потому что чем больше вы запланируете, тем больше у вас не состоится, и тем больше вам придется оплакать. Вряд ли нужно какие-то события торопить. Похоже, что сейчас не в ваших руках, не в ваших ручках выбор, возможность менять ситуацию денежную. Надо просто расслабиться и получить удовольствие, посидеть, довериться судьбе, как говорят. Ну а теперь любовь. Любовные истории для Стрельца в августе, они обязательно должны быть. Вот видите, как мы сразу хорошо начинаем про любовь. Что значит тема? Горяченькая тема взялась. И видите, король, традиционно будем его называть здесь, чтобы не путаться, королем кубков, да. Вот, какой-то романтический герой сразу. 2 и 3. Ну вот, похоже, что любовь и любовные приключения вполне компенсируют вам слишком спокойную денежную и профессиональную жизнь. Потому что действительно очень хорошие живые карты. И обещают они как бы сразу все, сразу всем. Вот центральная фигура, король кубков. И мы видим здесь романтического героя, который вас сопровождает в августе. Женщину-стрельца сопровождать, то есть где-то рядом оказывается вот такой вот, возможно, водный человек, то есть представитель водной стихии, мужчина, рак, скорпион или рыба. И из водных людей могу сказать вам, как астролог астрологам, да, что вам не подходят раки. Ну, то есть, если рак, то там нужно как бы специально смотреть отдельно. А по общему правилу соседи скорпионы подходят вам. И рыбы, как ни странно, тоже подходят. Поэтому вот, возможно, водный человек. Либо же эти кубки описывают просто набор чувств. Вы привлекаете чье-то внимание, слушаете от кого-то признание в любви и обещание, и приглашение куда-то, возможно, даже замуж. Вот самая мощная карта для предложения о браке – это как раз туз мечей. Да. То есть мы видим рядом с вами решительного человека, который вас куда-то зовет, открывает для вас возможности, открывает для вас дверцу в новую жизнь. Ну, как правило, мы предполагаем, что это предложение о браке, хотя это может быть предложение и пока поскромнее, например, о совместной поездке куда-то, о совместном проживании, совместном предприятии, каком-то совместном проекте. Но в любом случае деятельный, активный какой-то мужчина. И хорошо, что здесь есть еще паж, да, потому что это значит новый человек. То есть вот, скажем, вот в таком наборе 2 карты очень радостное продолжение истории, которая есть, обещает. А когда добавляется еще вот эта карта, получается, что если вы одиноки, новое знакомство вас ждет. И будет оно какое-то такое откровенно любовное, романтическое и с очень быстрым продолжением, отчасти даже рискованным. То есть туз мечей здесь говорит, что вас ждет какая-то любовная история, которая подозрительно быстро будет продвигаться. И, возможно, вас это как-то остановит и смутит. Поэтому несколько раз мы отвечаем «да» на все вопросы зрительниц и зрителей, связанные с личной жизнью. Если вы одиноки, новое знакомство, да, вот, пожалуйста,
Причем это жезлы, то есть это тоже человек очень активный, который, знаете, как яркая звезда, как комета в вашей жизни появляется. Надолго или нет, я не могу сказать, но, по крайней мере, это будет не скучно. И если отношения сейчас запутались, если вы, например, в ссоре и хотите возвращения любовной истории, то скорее да, чем нет, потому что мужчина одержим чувствами и стремится к вам, и как-то решительно тянется быть ближе и что-то предлагает. Очень вдохновляющий прогноз, я думаю, абсолютно для всех. То есть независимо от того, в каком вы статусе сейчас находитесь. Потому что даже если у вас брак какой-нибудь устойчивый, там, 20-летней давности, все равно вам будет о чем поговорить с вашим мужем, вам будет что послушать от него, и будет на что согласиться, на что сказать, да или нет. Вот так. И теперь семья для Стрельца. Дом, место, где вы живете, ваша недвижимость, быт и родственники. Раз, два, три. Хорошие карты, тоже нельзя сказать, что они прямо уж очень сильно спокойные, но в то же время, видите, двойка и тройка пентаклей здесь есть. Это залог спокойной жизни, в которой всего хватит. У вас хватит сил, чтобы доделать все домашние дела. В семейном бюджете хватит денег, чтобы все необходимое или лишнее для дома купить. Тройка пентаклей обещает домашнюю работу, скучноватую, но необходимую, такую какую-то вот, знаете, такую постоянную, привычную. Казалось бы, почему, да? Мы и так привычно занимаемся домом, наверное, больше, чем всем остальным. Но это возвращение. Возможно, вы там уезжали или были заняты работой и подзапустили свои домашние хозяйственные дела. Поэтому вас ждет вот целый ворох, там, не знаю, неглаженных занавесок, некопанного огорода и так далее. Двойка и тройка пентаклей – это вот такие спокойные бытовые добродетельные карты, которые более как советы призывают вас избегать страстей в это время дома, не затевать скандалы. Займите руки и голову каким-то делом, не подвигами, нет, а вот чем-то совершенно рутинным, обычным, и вы вольетесь, будете, так сказать, в потоке и обеспечите себе нормальную семейную жизнь. Более или менее беспокойная в этой троице – это все-таки шестерка мечей. Шестерка мечей традиционно называется дорога или дорога за море. Она говорит, что дома, в домашних, бытовых, родственных делах у вас что-то неизбежно поменяется по судьбе и без вашего выбора. Обновиться, обновление. Ну, в самом крайнем проявлении шестерка мечей – это, естественно, и, собственно, смена самого дома, переезд, а дальше вот эта вот работа, которую любой переезд сопровождает, раскладывание кофточек по ящичкам, отмывание окон и так далее. Карты неплохие, шестерка мечей все-таки, знаете, приносят часто настроение такое вот нервное, потому что нарушаются планы. Вы хотели, например, поехать с семьей отдыхать в одно место, а вас как будто бы судьба отправляет совершенно в другое, в противоположное. Но все сойдется. Видите, одна карта вас как бы возбуждает и обещает перемены, а две рядом говорят, что эти перемены только покажутся непосильными и нереальными. Но вы совсем справитесь, и все в итоге разменяется на хлопоты не более ваших привычных. А совет, да, перемены приветствовать, не сопротивляться им.
И одну карту я хочу как совет достать вам из колоды «Золотое Таро». Тоже красивые крупные карты, тоже мы здесь рассмотрим картиночки. Совет. Восьмерка мечей. Вот меньше всего, конечно, эта карта здесь имеет предсказательное значение. Она действительно идет как совет. Неожиданный совет. Я не увидела прежде вот указаний подобных, но все равно должна вам рассказать. Разве что с мечами вот в бытовом, в домашнем деле перекликается, она пересекается. Восьмерка мечей как совет дословно звучит так. В вашей жизни сейчас, ну в августе предстоящем, появится некое давление, некая несвобода, какое-то вмешательство извне, вмешательство со стороны третьих лиц, или может быть даже групп людей или каких-то организаций. Судя по всему, это давление, это вмешательство будет пока незначительным. И на вашу жизнь в августе большого значения не окажет. Поэтому вы рискуете снисходительно отнестись к этой истории и запустить. Восьмерка мечей поэтому всегда спешит как совет. Как только вы чувствуете, что на вас кто-то давит, люди или обстоятельства, старайтесь тут же от этой несвободы, от этой интервенции избавляться, потому что если не выпутаетесь сейчас, дальше будет хуже. А что это за несвобода, восьмерка мечей? Она может быть очень разной. На работе давление нового начальника, которое пока такое мягкое, незначительное. Но если вы не скинете ярмо резко, бремя, то в следующем месяце все будет намного серьезнее. Это же давление может быть связано с деньгами, с каким-нибудь семейным бюджетом, то есть появляются обязательства, пока еще непонятно, что непомерные для вас, например, кредитные, те же самые обязательства, или вы соглашаетесь на какие-то регулярные большие расходы для себя. Чувствуете, пока интуиция вам только подсказывает, что это петля, это сеть, это паутина, в которую вы забираетесь. Но вы еще не испуганы. Вот как раз восьмерка мечей всегда вот спешит как совет. Ее задача напугать. Вот чувствуете где-то давление, несвободу, что-то вам поперек вашей нежной стрельцовской души идет человек или вот обстоятельства. Иногда вы сами, но это реже. Избавляйтесь от этого. Вот вам дано пространство временное продолжительностью в месяц. И хорошо бы потратить время на это, чтобы выпутаться из разных затруднительных историй. А я благодарю вас, друзья, за внимание. Желаю вам легкого, увлекательного августа. Увидимся.